Привет, я доктор Берг. Сегодня мы поговорим о дефиците цинка. Что такое цинк? Цинк — это микроэлемент. Это элемент, который необходим в малых количествах. И если в организме его не хватает, возникнут разные проблемы. Первое. Притупление обоняния. Вы будете хуже чувствовать вкус. Притупится чувство голода. Это распространенные симптомы. Белые пятна на ногтях. Есть такие пятна на ногтях. Обычно это бывает от того, что вы съели много углеводов, снизив тем самым запас цинка в теле, потому что большое количество сахара или углеводов лишает ваш организм цинка. И если у вас было белое пятнышко по центру ногтя, кстати, ноготь обновляется каждые полгода, значит, 3 месяца назад вы были на дне рождения и съели весь торт. Это первый показатель. Далее, акне, проблемы с кожей, экзема. Все прочие проблемы с кожей, вроде дерматита, могут быть связаны с цинком. Могут быть и другие причины проблем с кожей, которые могут имитировать дефицит цинка, например, дефицит витамина А, витамина В2 или В6. Поэтому нужно смотреть в комплексе, чтобы понять, что у вас. Но скажу, что если у вас не хватает цинка, то вы не можете усваивать или задействовать витамин А. Микроэлементы всегда работают вместе с витаминами. И цинк в своем роде главный элемент, который входит в состав более чем 300 ферментов, участвует во многих химических реакциях в теле, например, с белками. И это приводит нас к следующей проблеме — волосы. Алопеция — это когда волосы выпадают клочками или редеют. Это может быть дефицит витамина В, биотина, но это может также быть и дефицит цинка, они работают вместе. Далее, риновирусы. Цинк как микроэлемент помогает отправлять вирусы в ремиссию. Если подумать, то вирус невозможно убить, ведь он не живой. Это набор генетического материала в оболочке, который может активировать вашу энергию из клеток и запустить череду иммунных реакций. И конкретно цинк способен держать риновирус под контролем, сдерживать его. Если принять цинк, когда начинаешь заболевать, он может ускорить процесс выздоровления или даже предотвратить саму болезнь. При риновирусе появляется постназальный синдром, заложенность носа, боль в горле, чихание. Поэтому вам нужно больше цинка. Далее идет пониженный уровень тестостерона, как у мужчин, так и у женщин. При снижении уровня тестостерона снижается и либидо. Это может быть из-за дефицита цинка. И, наконец, язвочки во рту. Опять же, это может быть из-за других причин, но небольшая болячка во рту, которая обычно вызвана вирусами, вроде герпеса, которые могут выйти из ремиссии, если у вас стресс, из-за того, что вам не хватает цинка. Сахар и стресс истощат ваши запасы цинка, потому что вырабатывается все больше кортизола, и иммунной системе нужно больше цинка, и таким образом запасы цинка иссякают. Он входит в состав многих ферментов. Много цинка содержится в устрицах, в морепродуктах, конечно же. Также он содержится в говядине, в свинине, в красном мясе. Еще он есть в морской капусте. Он много где есть, но больше всего в этих продуктах. А еще цинк помогает создавать белые кровяные тельца. Надпочечники контролируют белые кровяные тельца, подавляя иммунитет. И весь этот процесс происходит при участии цинка. Так что при стрессе нужно принимать микроэлементы, чтобы иммунитет был сильным. И напоследок, я хочу поговорить про другие страны, про страны третьего мира. Там от недостатка цинка умирает множество детей и младенцев, потому что у них диарея. А цинк, знаете ли, к несчастью, цинком не обогащают почву, и это может вызвать дефицит. Его нет в пище, потому что его нет в почве. Либо, возможно, цинк пытаются получить из злаков. Но в злаках содержится вещество, блокирующее цинк, а именно фитиновая кислота. Это вещество, которое изначально есть в злаках, мешает усваивать микроэлементы. А также, если у вас пониженная кислотность желудочного сока, то вы не сможете полностью усваивать этот цинк. Поэтому, если у вас изжога или герпес, или несварение, то, скорее всего, у вас дефицит цинка.
О цинке можно сказать многое. Я рассказал лишь о некоторых его сторонах, но их куда больше. Надеюсь, это вам поможет. До новых встреч!